Спасибо каналу Мир Кораблей за это видео про крейсеры, страница 9, работа с кормой корабля. Я начинаю с большого люка на корме Кливленда. Вот он, там в трюме хранятся самолеты. Далее вот тут вот борта, внизу которых есть направляющие. Их надо совместить. Вот так. Отлично. Второй борт. А за ним следует небольшой контейнер и 4 кнехта по бортам. Как я уже говорил, производителя надо похвалить за высокое качество деталей. А это барбет, задней кормовой башни главного калибра. Всего орудийных башен у крейсера 4, расположены они по линейно возвышенной схеме. Установка гнезд ПВО. А внутрь я приклею двуствольные пулеметы Bofors на оба борта. А затем детали палубы и лебедки возле гнезд ПВО. Насколько я понимаю, вот это насос на палубе. Я его сейчас установлю. А рядом еще два выхода корабельной вентиляции. Цилиндрической и вытянутой формы. Далее я устанавливаю 4 мелких цилиндрических же объекта возле круглых оснований катапульт. Предназначение этих деталей для меня полная тайна. Затем установлены еще 2 выхода вентиляции и 2 мелких детали на основании катапульт самолетов. На корме я сейчас устанавливаю 2 пулемета ПВО. Я полагаю, что это 2 пусковых устройства для сброса глубинных бомб. Вот, глубинные бомбы. Прямо на корме нашего крейсера. Страница номер 10. Работа с основной надстройкой корабля. На чертеже снова выложены все детали. Вот теперь кое-что интересное. По инструкции вот это место, эту часть необходимо удалить. Вы видите, что тут нарисовано лезвие, а удалять тут ничего не надо. Я показывал, что детали по обоим бортам отлично встают на свои места. А пока приклеиваю борт гнезда ПВО. И второй, с другой стороны. 2 паравана. Вот так устанавливаются эти 2 части надстройки. Что за странное требование удалять, я не понял. Не обращайте на него внимания. Вот эта деталь для дальнейшей установки на надстройку. А это большие круглые гнезда для ПВО с 2 бортов. А вот это маленькие полукруглые гнезда для ПВО. Эти детали устанавливаются по бокам основания кормовой башни вспомогательного калибра. Ничего сложного. И это тоже 2 серых круглых основы для гнезд ПВО. Сейчас я их установлю. Вот. Крейсер был отлично защищен от вражеской авиации. А теперь я установлю 4-ствольные Бофорсы. Если я понимаю правильно, то ящики, которые я буду устанавливать сейчас, это контейнеры для боеприпасов того же ПВО, пушки которого я только что устанавливал. Вот эти ящики. Картинка на видео немного расфокусировалась, и я прошу прощения. Установлены пулеметы и 3 одинаковых круглых выхода вентиляции. Вот стволы пулеметов, вот снова выходы вентиляции. И еще 2 пулемета калибра 40 мм возле кормовой башенки 127 миллиметровых универсальных скорострельных пушек. Ну и ящики для боеприпасов рядом. Вот это небольшая надстройка, как вы видите, я даже ее уже докрасил сверху лебедки. Пора заняться леерным ограждением. Это рамка деталей, а это клей-бизон. Клей-бизон
быстро сохнущий моментальный гель-клей. В отличие от популярного клея Момент или Супер Аттак, от этого клея не остается белых пятен. Клей просто высыхает и все. Мелких деталей довольно много. Verifier, как производитель, вообще молодец. Вот я показываю трап, который нужно было сначала согнуть, а теперь я его устанавливаю с обеих сторон. Мелкие детали, лебедки, спасательные плоты на палубе надстройки. Я хотел вот эти плоты раскрасить ярко, но на схеме окраски плоты серые, как корпус. Страница номер 12. Спросите, где 11? На ней была только схема установки ливерного ограждения, и я не стал указывать эту страницу отдельно. Здесь работа с надстройками и мачтой. Вот. Половины должны быть соединены, я их соединил, и в торце я приклеиваю крупную высокую деталь, в которой справа и слева крепятся мелкие прямоугольники. Я их сейчас устанавливаю. Эти две детали также соединяются. И я установлю на надстройку мостик. Вот только клей нанесу. Так. Клей нанесен, мостик установлен. Сверху следующий мостик. В отверстие вставляется нижняя часть мачты. Вот. Мостик установлен. А вот отверстие. И нижняя часть мачты в него замечательно помещается. А далее... По бокам на мостике стоят малые дальномеры. И сверху тоже дальномеры. И вот такие круглые платформы, 2 штуки. На этом мостике вообще много оптических устройств. Я не буду показывать, как их устанавливал, чтобы было побыстрее. А вот сейчас все на месте. Я покажу поближе и установлю еще одно леерное ограждение из 2 деталей. Вот первая деталь. Следующая деталь ограждения была сложной. Мне пришлось аккуратно сгибать деталь в нескольких точках. Вот такой формы деталь. Леерные ограждения установлены. И я показываю 3 малых дальномера, которые установлю сзади. Вот они. Устанавливаю. А рядом на круглых платформах, установленных до того, 2 малых прожектора и деталь, похожая на антенну с кольцом. Что это такое? Может, кто-то подскажет. Сейчас я эту деталь покажу, а теперь я ее установлю. Далее. 4 бинокля. Вот на этом мостике. И я собираю еще одну небольшую надстройку из 3 частей. У этой модели корабля есть вообще только один минус во внешности. Это пластиковые антенны на мачтах. Ажурные металлические сетки выглядели бы гораздо красивее. Один подписчик мне написал, что есть вариант упаковки этой модели с такими деталями фототравления, но я и этот-то крейсер в простой упаковке еле нашел в продаже. Да, вот я говорил про эту антенну, круглая антенна. Я заканчиваю с малыми деталями мачт, радаров, устанавливаю на верхний ярус надстройку и мостик сверху. И вот мостик. Установлен. Далее... Все детали в сборе, пора начинать их установку на надстройку. Это цилиндрическое основание для РЛС, а сам радар сверху. А вот это площадка Марс, фок-мачты и реи. Это самая высокая площадка крейсера, на клотике мачты расположится малая антенна. Состоит
это малая антенна из двух очень маленьких деталей фототравления. Почему-то тут у производителя металлические части. А вот большая антенна, вы ее видите, рядом лежит, она пластиковая. Очень мелкие детали. Я как раз устанавливаю большую антенну, а теперь после ее установки позади установлю мачту с малой антенной, которая устанавливается не сразу. И еще один радар впереди. Надстройка после этого будет полностью собрана. Вот так. Взгляните, страница номер 14. Опять у вас будет вопрос, куда подевалась 13-я. На 13-й, как и на предыдущей 12-й странице, сборка одной большой надстройки с мачтой. Ну, собственно, она была на рисунке, поэтому я рассказал вместе. А тут я склеиваю дымовую трубу корабля, внутри которой крестообразная деталь. Дымовую трубу я зафиксирую прищепкой. На эту дымовую трубу я приклеиваю патрубки с двух сторон. Детали устанавливаются трудно. Сверху устанавливается дополнительная площадка. Вот она. И мостики справа и слева, внизу. На мостиках гнезда дальномеров. Передняя дымовая труба собрана и будет установлена на надстройку корабля. Вот таким образом. В середину необходимо будет приклеить еще один патрубок, и я устанавливаю его сейчас. Эта часть нуждается в установке леерных ограждений по бокам дымовой трубы. Справа и слева одинаковые. Мне нравится такая высокая детализация этой модели. А теперь 15-я страница, я начинаю работу со сборки надстройки. Все как и в предыдущий раз. Я соединил эти половины и установил сверху мостик. Справа и слева устанавливаются бортики, вот видно хорошо. И еще два таких же бортика. Чуть дальше. Посмотрите. Затем ажурные поддерживающие детали для установки гнезд с дальномерами. Я сгибаю эти детали. Аккуратно приклеиваю это на моментальный клей с обоих бортов надстройки. Вот. Можете это видеть. Рядом я приклеиваю короткое леерное ограждение с обеих сторон. Теперь я покажу, что гнезда установлены на свои места. Снова сборка надстройки из двух половин. А сверху будет мостик. С торцевой стороны еще одна стенка. Полукруглая стенка установлена. На поверхности будут установлены небольшие перегородки. Вот одна из них. По бокам дальномеры и пулеметы ПВО. Вот здесь еще один. Верхняя часть надстройки установлена на мостик. Сверху будет очередная часть с мачтой. И две небольшие детали воздуховодов справа и слева. Они установлены. И работа с мелкими деталями. Основание. Радар на марсовой площадке грот мачты. Я показываю его. Я сгибаю сетку антенны. И буду приклеивать маленькую антенну на клотик грот мачты крейсера Кливленд. Мелкая деталь. Вот здесь реи. И я устанавливаю верхнюю часть мачты. Теперь я занят второй дымовой трубой. Все аналогично предыдущей. Соединено отлично. Щелей и потеков клея нет. Вот, показываю.
Вот надстройка, это основание, на которое я устанавливаю радар, еще один радар, задняя дымовая труба крейсера, верхняя часть грот мачты устанавливается на свое место. После трубы покажу сейчас, вот так. Здесь по сторонам леерные ограждения должны быть. Я это показываю. А теперь мне нужно приклеить тонкую сетку МРЛС. Эта надстройка крейсера закончена, но несколько деталей нужно будет подкрасить, это видно. Перед нами собранные надстройки корабля, я устанавливаю башенки вспомогательного калибра, а затем наношу клей для установки передней надстройки. После чего я устанавливаю вторую заднюю надстройку, детали встают без проблем. Вот так она установлена, выглядит замечательно, мне очень нравится. Страница номер 17, где же 16? На 16 странице картинка, как установить две собранные надстройки, я это несколько секунд назад показал. Тут работа с надстройками, всего несколько деталей, это гнезда, устанавливаются ранее собранные прожектора, ПВО, маленькие части леерного ограждения будут установлены. Детализация высока. Вот эти гнезда надо соединить. Патрубок устанавливается на переднюю поверхность второй дымовой трубы. С правого и левого бортов еще по одному гнезду ПВО. Это вид большой надстройки сверху сейчас будет. Вот, посмотрите. Вы заметили, что я не покрасил верх дымовых труб в обычный черный цвет? Таково требование схемы окраски Кливленда. Три небольшие детали леерного ограждения. Я устанавливаю это двойное гнездо на дымовую трубу корабля. Вот что получилось. Пара маленьких небольших, маленьких очень лестниц тяжело встают. У меня получилось не сразу. 18-я страница, крейсер Кливленд почти готов. Осталось несколько небольших деталей, установка такелажа. На странице я выкладываю необходимые детали. Это металлические конструкции, поддерживающие платформы со спасательными плотами и сами плоты. Плоты располагаются один на другом. Я склеиваю их. Теперь время установить надстройку на палубу корабля. Деталь очень большая, сложной формы, поэтому устанавливается с трудом. Мне необходимо точечно прижать надстройку к палубе. Я это сделаю пинцетом. Вот таким образом. Металлические конструкции и спасательные плоты сверху. 4 с каждой стороны. Обратите внимание, что эти детали не одинаковы. Я устанавливаю их, и кажется, я закончил. Не сразу устанавливается. Нужно быть аккуратным. Последняя, 19-я страница. Тут работы мало. Это установка собранных орудийных башен главного калибра и паровых катапульт с самолетами. Зато я сумел найти свои ошибки. Вот эти две детали я просто забыл установить на борта, и 2 вентиляционных люка я тоже забыл. Вот эти детали. Для этого необходимо проверять, все ли детали вообще лежат на странице с чертежом. И я не досмотрел в 2 случаях. Исправлю. Да, и еще вот трубка какая-то узкая. А эти 2 детали, назначение которых я не знаю. Полагаю, что связано с системой пожаротушения корабля. Пожалуйста, подскажите мне. На корме устанавливается стрела подъемного крана. Мне придется подставить пузырек с клеем, иначе стрела падает вперед. Собранные ранее паровые катапульты с установленными на них гидросамолетами. Я заканчиваю сборку крейсера и устанавливаю башни главного калибра. Я никогда не приклеиваю орудийные башни к барбетам, в инструкциях моделей всегда так. Флаг Соединенных Штатов и номер корабля. Вот флаг, и флаг поднят. Затем бортовой номер 55. Он тоже на месте. Последняя деталь, и корабль готов? Это был вопрос. Нет.
Мне необходимо установить якорные цепи. Здесь эта установка почему-то в самом конце схемы монтажа. Я приклеиваю цепи на моментальный клей. Вот так я располагаю цепь. А здесь капля клея с помощью зубочистки. А цепь я отрежу. А рядом все делается аналогично первой части. Капля клея в клюз. Оборот цепи. Обрезка цепи. Ну, в общем, все. Я закончил. Вот цепь близко. Нужно будет убрать излишки клея. Итак, 20-я страница, крейсер в сборе. А вот и сам Кливленд. Теперь я напомню, что сказал о некоем секрете, когда красил литники с деталями. Деталей оказалось очень много. Это я показываю литники с лишними деталями. Вот зачем так много? Такое впечатление, что количество деталей рассчитано на тяжелый крейсер «Аляска» или на линкор «Айова». Некоторые детали необходимо докрашивать уже на готовой полностью собранном корабле. В первую очередь идет речь о деталях фототравления. Показываю. Но сначала мне необходимо будет убрать пятна на бортах. Здесь явно пятно красного цвета. Необходима коррекция чуть внизу. Сюда попал клей, его тоже нужно закрасить. Вот эта поверхность надстройки корабля очень плохо выглядит, и я окрашиваю ее полностью вторично. Вот полюбуйтесь на модель, детализация прекрасна. Возможно, не хватает леерного ограждения по бортам корабля, но на надстройках оно присутствует. Взгляните, корабль хорош. А на белом фоне несколько фотографий такелажа. Иначе тонких черных лавсановых нитей просто не будет видно. Такелаж сделан мной минимально, тут я не могу похвастаться своим мастерством. Вот корабль закончен. Закончена и вторая серия о сборке и окраске модели крейсера «Кливленд». Скоро ждите видео о работе с большим советским эсминцем «Ташкент». А это видео сопровождала веселая песенка английских моряков «Drunken Sailor» в стиле шанти. Прощаюсь с вами. Это был я, Артизан Мороз.